Zombie Apocalypse. Всем здорово, с вами это Неок. Сегодня у нас следующее видео по ключевым моментам из прохождения Resident Evil «Жуткая деревня». Не всегда успеваю, конечно, записывать, потому что есть реакции, есть еще какая-то тема, есть работа IRL, так сказать, поэтому не всегда все успеваю, но будем исправляться. Это третья часть ключевых моментов. Это босс-файт с... не Даниэлой, господи. Как ее? Правильно, Даниэлой. Первая сестра это Белла, потом Даниэла, третья Кассандра. Что конкретно сказать? Игра пройдена вот на жуткой деревне, чтобы какие-то прувы были. То есть, само собой, ХП у боссов, мини-боссов, мобов в разы, не знаю во сколько, очень много больше. То есть, соответственно, какая стратегия? Просто максимальный сейв патронов, особенно мин, на ранней стадии игры, потому что у вас нету еще, допустим, сильно прокачанных оружий, таких как там последний или предпоследний дробаш, или револьвер, или гранатомет. А есть мины и самодельные бомбы, и они максимальный урон наносят, то есть по врагам. Желательно рецепты приобрести и с помощью их как бы преодолевать вот такие трудности. Ну, бой по сравнению с Беллой в пару раз легче, потому что мы здесь дергаем рычаг, да, в библиотеке постоянно. Поэтому она как будто... Она не может в центр комнаты подойти, только если мы ее можем туда забайтить, ну и то она начинает делать свою серию ударов и отходит. То есть нужно помнить, что рычаг постоянно нужно нажимать, чтобы она не была уязвима, иначе она превратится в свою стаю мух и просто загрызет нас. В принципе, вот такая схема. Я говорю, максимальная экономия патронов. Желательно не подставляться. Я сейчас будет видео с убийства, запись со стрима, да. Пару раз, конечно, подставился. Можно этого не делать, потому что ХП регенится очень медленно. Можно где-то пропустить еще удар, и ты умер. То есть погибаем в теории с двух ударов, любых, прямых двух ударов, которых пропускаем. Иногда с одного. Если это какая-то серия мощная, можно с одного удара отлететь на сложности. Именно жуткая деревня. В принципе, все, я думаю, сейчас можно начинать разбор именно убийства. Я прокомментирую именно, что я тут пытался сделать. Поехали. Поехали смотреть. То есть у меня здесь во время стрима, по-моему, немножко со светом были траблы. Решил исправить. Уже переключил на лампу, которая ближе ко мне, не на дневной свет. Который большой уже, который поближе ко мне. К компьютеру находится. В принципе, здесь можно чуть промотать, чтобы это все не 3 минуты не смотреть. Тут, по-моему, какие-то донаты, да, приходили. Вот. Тоже. Сейчас будет запись. В принципе, что тут объяснять-то? В принципе, так все понятно. Мы лутаем все, что здесь есть, да? Абсолютно лутаем все, что здесь есть. Пытаемся ее как бы выманить, да, в центр более-менее. Можно ее с ножика убивать. Это можно делать, если хотите патроны сэкономить, но это будет очень долго. Тут он немножко подблочил, парочку ударов ножом, да, блок с ножа. То есть патроны я все здесь долутал. То есть абсолютно здесь, по-моему, кроме одних, я потом в конце уже после убийства нашел. То есть я думал, что, ну, соответственно, ты можете смотреть по карте, что не залутано. Потом, оказывается, я там еще в одном месте патроны не залутал, шуфлятки. Ну, то есть стреляем максимально в голову, то есть для максимального дэмэджа. То есть она вот таким способом подбегает, и опять же, она намного слабее, чем Даниэла, чем Белла, потому что у Беллы, кроме того, вот этих вот рывков, есть у нее рывок-удар, у нее есть тройной удар, и у Беллы есть еще удар с прыжка. То есть, если бы у каждой был удар с прыжка, совсем другая немножко стратегия была бы, немножко сложнее было бы. А здесь она просто очухивается, типа там матерится на тебя, да, то есть мы каждую пульку пытаемся в голову.
Не забываем всегда рычаг жать, потому что это как бы наша сейф-зона вот тут в центре. У меня, по-моему, была проблема. У меня пистолетных пульс закончились. У меня остались потом будет на дробовике. Там со стрима были комментировал я таким образом, что у меня, по-моему, 5 или 7 пуль оставалось в дробовике. Вот она серию делает, да? Она делает либо серию, либо одиночный такой сильный удар. Максимально доджим. Сейчас где-то я получу дэмэдж скоро. Ну, видно будет, что любая плюха, она очень болезненная на жуткой деревне. Геймплей, понятно, здесь простой из-за сейф-зоны. То есть мы просто на любой другой сложности, просто это надо... Вот, нет, здесь еще нет, здесь я заблокировал. 5 патроны. Пистолет, который используется, это подарочный, он на 10 дэмэджа больше, чем обычный этот Реми. Он идет в подарок за то, что куплен или подарен тебе пак именно 7-8 части. А, то есть и сразу у меня была доступна жуткая деревня. То есть за счет этого я сразу стартовал максимальную сложность. Вот у меня закончились пули на пистолете, все, остался дробовик, точнее. Там, по-моему, 7 патронов, все, не ошибаюсь, там 5, понятно, что в обойме, и 2, по-моему, у меня 2 было, или сколько в самом, еще в запасе. На блоке, в принципе, здесь еще можно, да, как-то себя чухать, но вот этот одиночный удар можно блокировать. Но серию блокировать, ты после блока всей серии ударов, то, по-моему, любой следующий удар даже в блок, я даже проверял, что на Белле, что ну, на Даниэле, то любой следующий удар в блок, ты вот у тебя уже все, ты денджер, как бы вот у тебя один хит остался по тебе. Сделал. Вот я обнаружил, что здесь, оказывается, у меня есть мины. Ну, и мина, вот это вот. Почему эта мина сильнее, чем самодельная бомба? Самодельная бомба вас дамажит. Она дамажит как бы по площади больше, а это, а это товарищ. Это товарищ мина, как говорится, да, гражданин мина. Она дамажит только босса, она не дамажит тебя. То есть это намного... Одна из самых крутых оружий вообще в игре, это мина. То есть кто недооценивает ее, очень, очень зря. Да, там понятно, когда будет револьвер или там гранатомет, но опять же, чтобы сделать там на гранатомет те же боеприпасы, либо найти пулин для револьвера, то есть там лимитировано немножко, а в мины попроще сделать. То есть там рек меньше нужно, и это все сделать попроще. А дамажит она не хуже, чем гранатомет, может быть даже столько же. Чем револьвер, похуже, само собой. Револьвер дамажит как вообще как не в себя. Здесь еще с дробовика добавили. То есть с патрона пистолетные закончились у меня. То есть, в принципе, я уже был готов с ножиком воевать. То есть вот я ей одну мину дал. С учетом того, что я выстрелил все у нее в этот... Практически все в голову с пистолета, да? И все в голову с дробовика. Может быть, там где-то оно по касательной пошло. Сейчас где-то я здесь... Вот здесь скосипорил опять, да? Я думал уже, в принципе, здесь я погиб. Хочу забайтить ее на мину. Не получается, да? Все, проблема в этой сложности, единственная, одна из больших проблем, что просто, если ты не блокируешь, ты с 2 ударов откидываешься. Вплоть практически до самого конца игры, потому что даже с учетом всех бафов на кухне герцога, там есть некоторые, кто бьют чуть-чуть послабее, то там ты типа с 3 ударов отлетаешь, а в основном везде с 2. Опять же, не забываем. Вот у нас долго-долго хп регенилась. Все, хочу ее как бы на мину. На мину ее. Вот, 4 патрона осталось. Все, что у меня осталось. Я говорю, я готов был уже здесь с ножа ее с ней кувыркаться, я говорю, ковыряться. Вот опять за меня задело. Вот сейчас она забайтилась. И
И так получилось, что как бы мина победила. То есть очень много дэмэджа от мины и очень эффективно. То есть рекомендую всем вот именно на этом боссе использовать мины, а не самодельные бомбы. Самодельные бомбы, они клевые, но они, если ты неправильно кинул, как-то, во-первых, ими промазать легче. Во-вторых, они дамажат себя. То есть по такому принципу, да. Сначала мины по приоритету, потом уже бомбы. Ну, в принципе, все, долутал комнату. Вот тут где-то я сейчас, по-моему, в шуфлядке, наверное, думал, мол, кристалл какой-то висит, да, вот где-то я здесь шуфлядку не полутал, и здесь пистолетные патроны. Вот это вот, да. В принципе, и все. Зачистили. Вот такая у нас история. Подписывайтесь, народ, на Twitch, на YouTube, на Instagram. Пытаюсь Резидент побыстрее выложить, чтобы как бы следующую игру какую-то следующую буду игру уже выкладывать. То есть и пока как-то так. Twitch, YouTube, Instagram еще раз. Лайки, дизлайки, комменты, кому нравится. Может, кому-то не нравится, кому-то может нравится. Так что субтитры я добавлю, английские, русские, все как положено. Я думаю, можно даже вот тут камеру включить пока. Потому что хотел Хотел именно все какие-то там эмоции, черты лица со стрима. Ну, тут, в принципе, эмоций мало было, в отличие от первого босса, потому что там были эмоции очень большие. Ну, долго я ее траил. Тут как бы это все поменьше и побыстрее. Так что в каком-то в таком плане. В принципе, так. Следующее у нас пойдет Кассандра, уже если по ключевым моментам замка. Ну и понятно, что сама босс Леди Ди. Ну, остальные тут такие моменты. Где-то есть здесь такие сложные моменты с мобами, но они, в принципе, проходимы даже на ноже. С учетом того, что, опять же, жуткая деревня, нужно экономить патроны. Ну, и об этом уже в следующем раз. Это будет очень актуально, особенно на Димитреску и на этой. Следующий у нас кто будет? Кассандра, правильно. В принципе, там и увидимся, я думаю. Всем пока. С вами был Это Не Ок. До следующего раза.